Ваше Высокопреосвященство, в недавней вашей проповеди вы говорили обо всем, что происходит в эти дни в Сирии, и снова подчеркивается, что мы идем к созданию курдского государства. И похоже, что это станет началом многих других важных событий, которые, возможно, изменят географическую карту региона Сирии. Хотел бы, пожалуйста, услышать ваши комментарии. Ох, Пресвятая Богородица моя! Смотрите, всего за одну неделю в соседней Сирии произошли настолько большие события, что они теперь влияют уже не только на наш Восток, на Ближний Восток, но на весь мир. Даже те, кто не верил в пророческое слово святых, стали мне звонить и спрашивают: «Ну что, владыка, теперь начнут происходить те вещи, о которых говорили святые?» Я молюсь. Итак, наша поместному митрополия, наша скромная, бедная митрополия Морфу выпустила этот календарь. Георгий, покажи его. Календарь на 2025 год. Он посвящен 50 годам беженства. И внутри есть мой текст, это как интервью, где я говорю о боли беженца за эти 50 лет. А на обратной стороне мы поместили одну из многих шествий, в кавычках, которые морфиты совершают в начале октября каждого года, протестуя против продолжающейся оккупации и изгнания. И я сказал нашему издателю: если хочешь написать что-то на этой фотографии, напиши. Он спросил: что написать? Я говорю: напиши 50 лет беженств, ожидая чуда. И поставь троеточие. Он удивился. Что именно написать? Вот это и напиши. 50 лет беженства, ожидая чуда. Это было в августе. Я не пророк, но я верю людям Божьим, которые пророчествовали. И мы давно слышали и святой Паисий, который почил в 1994 году, и один мой земляк-псаломщик говорил Димитрис Протопапос. Он говорил: «Дети мои, а вы станете беженцами. Многие умрут в беженстве, но когда вы или ваши дети услышите, что создана новая страна в Турции, и она будет называться Курдия, Курдистан, тогда вы все вернетесь обратно. На Кипре войны не будет, а война будет в другом месте». Сколько раз я это говорил, мы слышали ироничные улыбки, насмешки и комментарии, но теперь думаю, что создание курдского государства – это уже не что-то невероятное. Это становится гораздо более вероятным, сколько бы турки ни нападали и не устраивали убийств. Потому что этого хотят те псевдосоюзники, в кавычках, о которых я говорил ранее, евреи. Поэтому события, которые, как я их и просчитывал, на основании пророческих слов святых, и которые мы ожидаем дальше, мы должны знать их не из любопытства, а чтобы не жить в страхе и неуверенности. Потому что, да, у великих есть свои планы. Они у всех есть, но и у Бога есть планы. То, что Бог открыл своим людям, освященным людям, будь то Космай Талийский, будь то святой Паисий, будь то многие другие, или Хатифлорентис у нас на Кипре, или Димитрос Протопапас и многие другие, таково, во-первых, сначала в Сирии произойдет великое кровопролитие, большое заклание. Во-вторых, евреи ударят по ядерной программе Персии. Они уже готовятся. И затем, либо до этого удара, либо после него падет Эрдоган. Сейчас Эрдоган считается одним из больших лидеров мира. Вышел президент Америки и сказал: он умный человек. Вот так и сказал: умный человек. Ну что поделаешь, таковы времена. У кого сила оружия, тот навязывает себя. Он этого добился, и даже без больших кровей, как говорят. И взял Сирию, и по сути его узаконили. Я скажу иначе. Его подтолкнули, его подбодрили, его поощрили, его даже прославили. Итак, разве он не сделал того, чего от него ожидали?
не выполнил. Его включат в войну. Он начнет войну с курдами. Евреи хотят союзников. Их большой союзник, они чувствуют в Восточном Средиземноморье, это греки. Греки Эллады и Кипр. А на востоке это будет так называемое курдское государство. Курдов, имейте в виду, около 40 миллионов. Поэтому Америка их продвигает. И в итоге мы увидим столкновение евреев с Турцией. Чего хочет Америка? Америка ни в коем случае не хочет потерять Турцию из-за западного лагеря, но хочет ее контролировать. А может ли Америка контролировать Турцию, когда у власти Эрдоган? Поэтому они найдут способ свергнуть Эрдогана. И это произойдет. А те, кто придут после Эрдогана, будут прозападные и очень сильно настроенные против России. И тогда мы получим русско-турецкие конфликты, войны. А в этот период русско-турецкой войны новая генерация турецких политиков ударит по Эгейскому морю. Будет и некоторые эпизоды на Кипре. Это говорил святой Паисий. Он говорил: один удар, одну пощечину получат киприоты, чтобы мы смирились. И тогда они попытаются атаковать и дойдут до 12 миль вокруг островов. Но русские ударят по ним так жестоко, что за 10 дней, по крайней мере, большинство городов Турции будет разбомблено. И тогда Турция отведет свои войска с Кипра, потому что увидит, что у нее там начинается разрушение Господне. Так Кипр освободится. Но, как мы и сказали, у нас будет и другое. Последствия от вакцин. Мы уже это переживаем. Последствия от вакцин, что бы это ни значило. И будет еще нечто на Кипре, такое, что когда мы освободимся, у нас не будет большой радости. Значит, мы должны быть подготовлены к великому стону человечества. Плюс ко всему, события, которые будут происходить в разных странах, они не будут только военные, они будут геофизические, и будет биологическая война. Биологическая война – это то, что произошло с вакцинами. Похоже, мы еще что-то подобное снова пройдем. И в год, в который мы входим, и в следующие годы, то, что будет связано с болезнями и эпидемиями, ложными эпидемиями. А самое страшное – то, что произойдет в некоторых странах. Среди них будут и американцы. Там будут огромные геологические проблемы, либо вулканы, либо землетрясения, либо провалы земли, либо наводнения, либо засухи. На Кипре я особенно боюсь последнего. Это сказал Хати Флорентис, немного прикрыто намеком. Так или иначе, Бог закроет небо. Понимаете, засуха и бездожие на Кипре – это древнейшая проблема. И она решается не только плотинами и метеосводками. Мол, угадали, не угадали, но требует множества литургий и молений. Вот это моя оценка. Итак, цель для нас – это не курдское государство. Наша цель – как мы будем управлять, как будем переживать все эти события, которые за несколько лет обрушатся на нас многими волнами. Но христиан просвещается и показывает свою веру именно в трудностях. Да даст Бог, чтобы и мы имели веру, так управлять и проходить через все это, как проходили наши предки, и засухи, и провалы, и землетрясения, и войны. Да даст Бог и нам свое просвещение. Это должно быть нашей целью, братья мои. Благодарю вас, что были со мной в этом видео. Если вас это коснулось или вы чувствуете, что это может помочь и другим, подпишитесь на наш канал «Спаси и сохрани», чтобы продолжать вместе это духовное путешествие. Нажми колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Бог да благословит вас и ваши семьи, и да дарует нам мир, просвещение и любовь.